Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория свыше 37 тысяч квадратных метров. 2 больших зала для постоянных и временных экспозиций. Лекторий и конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 100 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место силы для всех жителей нашей страны. Бы хотелось создать вот этот фестиваль кино на службе Отечеству. Помощь вам будет обеспечена. Здесь я даже нисколько не сомневаюсь. Сегодня открывается наш первый общероссийский передвижной фестиваль. Война началась, как я говорил, в моем родном городе. Все пели наизусть, весь зал, не мог бы просто даже не петь. И поэтому мы сказали, что приходите, когда отслужите в армии. Армия – это плоть, кровь народа. Это уже война. Мы не можем сделать вид, что ее нет. Кино о любви к своей родной земле, о людях, которые, не задумываясь, пойдут защищать свою родину. Вот что значит кино на службе Отечеству. За 2 года охватило 51 регион. Колоссальный опыт, которым нужно поделиться, чтобы люди, которые туда не доехали, у которых там никого нет, понимали, что там происходит. Фронт переполнен любовью, он просто ею дышит, она им управляет, она над ним висит защитой. Все вернулись домой обязательно. Храни всех Господь. Глава международного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Шигина Олеся Николаевна. Вот оно с нами, время времен. Вот он его час пик, непререкаемый каменный слом сложных мгновений лик. Вот оно время времен идет танками по мостовой. Мир, опираясь на зыбкий лед, с бесом ввязался в бой. Время времен разворотом вех вскроет былую мощь. Снова грехом назовется грех русским полтавский борщ. С каждой минутой растут полки
воинов и святых. Время времен и его сыны — зрение для слепых. Добрый вечер, дорогие друзья, приехавшие с разных уголков нашей большой необъятной Родины. Рада, что все мы здесь собрались в этом зале подытожить то, что мы сделали за этот год. Работа проведена титаническая, огромная. За 2 года работы фестиваля мы проехали 53 региона. Более 500 тысяч живых, настоящих, искренних разговоров с нашими студентами, с нашими семьями воинов, с самими воинами, с чиновниками. Один разговор клеится и по душам, другой тяжел и буксует. Вот чтобы не было буксования, чтобы разговор был всегда по душам, нужно кино, нужна музыка, нужна литература, театр и живопись. И поэтому мы здесь и сейчас. Кино на службе Отечеству. Готовы служить Отечеству с утра до вечера. 7/7. Встречайте. Кино на службе Отечеству. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года, нам силу дает наша верность отчизне, как было, так есть и как будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная
Добрый день, дорогие гости и участники третьего международного передвижного кинофестиваля «Кино на службе Отечества». Сегодня в нашем зале художники, режиссеры, музыканты, живописцы. Потому что кино – это как купол, объединяющий самые разные виды искусства. Фестиваль – часть нашей жизни. Он объединяет и собирает вместе искренних и смелых людей. Мы создаем образы, увековечивающие память и подвиг наших ребят. Подвиг этот рождает великое русское искусство. Сегодня мы хотим наградить тех, кто совершает невозможное. Тех, кто жертвует собой, чтобы рассказать и сохранить историю нашей страны. На сцену приглашаются Владислав Рытков и Андрей Ященко. Отважные, смелые мужчины, которые снимали фильмы под обстрелами на самых горячих участках фронта. В итоге создав пронзительные, честные фильмы, способные открыть сердца зрителей. Сергей Белоус, оператор и продюсер. Просим вас подняться на сцену. Сергей занимается съемками на Донбассе с 2014 года. Он несет Россию в своем сердце преданно и верно. Был в плену, но не сдался. Борец по природе, ведет глубокое документальное кино на олимп духовных побед. Многолетняя дружба и соратничество с Максом Фадеевым – образец постоянства, так редко встречающееся сегодня, дающее богатые плоды. Поздравляю, Сергей. Хотелось бы пару слов. Знаю, что вы одержали большую победу. Вообще, Сергей и Макс – это победа года. Победа всех нас, и Андрея, и Влада, и Валерия Тимощенко, который здесь сидит. Долго мы сражались за то, чтобы наше кино могло увидеть свет. Я бы хотела дать тебе слово, чтобы ты сказал, вот каково это, когда можно победить на всех цифровых площадках раз в одночасье, даже сделать эскортниц. Как это вообще? Какие ощущения вызывает у продюсера? Знаете, это было невероятно сложно. Это был большой, долгий путь. Путь полный различных препон, тяжкого труда. 7 месяцев мы пробивались. Но я считаю, что правда, она побеждает всегда. И почему победа? Потому что народ ведь жаждет правды, народ жаждет истины, народ хочет видеть лица наших бойцов, их подвиги, хочет понимать, что происходит на самом деле, где сейчас их мобилизованные товарищи, родственники, хотят понять, через что они проходят. И поэтому, когда мы вышли на платформы, это был долгий, опять-таки, путь, и не хотели изначально даже многие там связываться с этим, потому что у нас, мол, ой, знаете, народ смотреть это не будет, это тяжелое кино, там у нас развлекаловка, вы понимаете, ну кто вас возьмет там? Вы сократите там ваши фильмы там в 2-3 раза, может быть, посмотрим, может возьмем. Вот, но, к сожалению, у нас так получается, что иногда, как говорится, страшно далекие от народа, некоторые товарищи, да, и когда наш фильм, ряд людей очень много посмотрело, известных артистов, там, музыкантов, они стали просто всем звонить, говорить, что, ребята, посмотрите-то, нас увидели там на Первом канале, там заметили, и в итоге мы попали на платформы, они сами включили фильм и были, приятно удивлены. Но больше удивления постигло их тогда, когда фильм вышел на платформах, фильм снят абсолютно на народные средства, то есть у него рекламы не было никакой. Нас просто поддержал народ, стал репостить, рассылать везде. Там телеграм-блогеры все стали нас репостить. И мы достигли такого результата, что внезапно на платформах с нулевым рекламным бюджетом, повторюсь, мы выходим на топ-3 на Кионе, например. Топ-3. Там фильм, не буду называть название, да, там, как сказала Леся, девушек с низкой социальной ответственностью, там, да, или там какие-нибудь там медиаскандалы, а мы на третьем месте после них. У них рекламный бюджет превышает
на порядке, наверное, вообще стоимость производства 4 наших фильмов. А вот мы обходим там, на платформе Первого канала, мы топ-2 обходим самый популярный сериал, там известный, на втором месте, они на третьем. На других платформах мы топ-8, там топ-9. То есть это просто было невероятно. Это доказывает, что народ жаждет правды, и победа будет за теми, кто за эту правду, потому что в ней сила. Сила в народном единстве, сила в каждом подвиге, сила в исторической памяти, которую мы обязаны сохранить, донести сейчас образ наших победителей, и до будущих поколений тоже, как снает времени, это должно дойти, чтобы мы знали, на кого ориентироваться и равняться. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо тебе огромное. Это действительно большая победа. Это первый фильм, который попал на цифровые площадки и снятый о специальной военной операции. Мы добивались и шли к этому вместе с фестивалем кино на службе Отечеству долгие 2 года. Это был долгий и мучительный путь, поэтому я очень горжусь достижением Макса Фадеева и Сергея Белоуса. Следующими будем мы, да, Андрей? Все. Для награждения на сцену приглашается Александр Новоселов. Мастер, скромный гений современности. Его полотна войдут в сокровищницу русской живописи. Тонкое видение внутреннего мира человека – дар Александра. Но дается оно непросто. Через опыт, через путь. Аплодисменты. У Александра 6 детей. 6 детей. Я считаю, что это один из лучших живописцев наших дней. Спасибо, Александр. Низкий поклон. Для награждения на сцену приглашается Илья Чистов. Позывной режиссер. Воюет с автоматом и камерой. Поистине пишет летопись, учится совмещать, перевоплощаться из воина и героя в созерцателя и философа. Илья подписал контракт, чтобы кино, которое он сделает, осталось в веках и раскрывало людям правду о подвиге солдата. Поздравляю. Илья, подожди, постой. Ну, я не могу не дать слово парню, который только что приехал с фронта. Кстати, Андрей тоже только с фронта и сегодня же туда убывает. Илья, пожалуйста, пару слов, впечатления, как это стоять здесь после окопов? Если ты не возражаешь, я зачитаю свои впечатления. К сожалению, я написал его недавно, поэтому буду подглядывать. 2 мира. Мой, он хоть и грязен, но красив. Подвалы, лесополки, блиндажи, траншеи. Для вас ужасен, груб и неучтив. Но только здесь ты понимаешь, кому верить. За мишурой и шумом ресторана не понять, как восхитительна тушенка под обстрелом. И, к счастью, вам не суждено узнать, как вкусен кофе тот, что на воде болотной сделан. Мой мир, покрытый копотью и пылью до бровей, наполненный осколками и целиком из боли сложен. В нем смерти братьев заставляют биться злей. В нем новый мир, но в нем новый день, подчас порою просто невозможен. И каждый здесь из нас жил в мире у тебя, где яблоко, что солнце, и пьют ванильный раф, где обнимают по привычке, не любя, где за ошибки чаще получаешь только штраф. Там балерина у тебя танцует на воде. Играет музыка, огни большого города сверкают, а здесь при звуке в небе знаешь, быть беде. И канонада никогда не умолкает. Услышав звук летящей мины, понимаешь, не твоя. От выхода-прихода ждешь ты с замиранием сердца, а под ногами гусеницами взбитая земля, и от бездушной птицы часто никуда не деться. И каждый раз, перекрестившись, едем побеждать, чтобы горячий кофе утром и кафе открылись. И каждый раз так страшно всем нам умирать, ведь с самыми любимыми мы так и не простились. Поэтому живем здесь из-за того парня тоже,
с которым только виделись с утра, тепло обнявшись. Поэтому плюем всегда костлявой бабке в рожу, чтоб знала старая, что рано, с морпехом пообщавшись. И вот сейчас я хочу пригласить на эту сцену человека, который стал моим проводником на фронте. Это женщина, очень хрупкая, тонкая. Она напоминает кошку, гуляющую сама по себе, как положено. Но эта женщина помогла очень многим на фронте. Ее там ценят, любят, ждут. Она и поговорит, и привезет все, что пацанам надо. А теперь она начала снимать свое кино. А когда я приехала снимать кино на фронт в 22 году, Настя Михайловская не оставила меня одну, была рядышком. Она показала мне путь, и я поняла, что фронт — это хранилище святости. Странное сочетание, очень странное. Но когда человек предстоит перед смертью, то все наносное уходит в никуда. Остается только голая, обнаженная правда, и ты, такой, какой ты есть, перед Господом Богом. Или ты есть человек, или тебя нет. Поэтому на фронте объятия жаркие, на фронте взгляды глубокие. Настя, прошу тебя, поднимись на сцену, я жду тебя здесь. Анастасия Михайловская. Настя с Донбассом с 2014 года, поэтому у нее медали и регалии. Настенька, пожалуйста, тебе слово. Друзья, вот сейчас Илья прочитал потрясающее стихотворение, которое, в принципе, показывает то, как разнится наша жизнь там и здесь. Олеся это очень хорошо знает, и она это почувствовала на себе, когда она приехала туда первый раз, такой красивый, в шелковом платье. Девушка говорит, я хочу на фронт, там, возьмите меня туда. Я так смотрю на нее, говорю, Олеся, ну подожди, там страшно. Так мне не страшно. И вот Олесе все еще не страшно, она все еще ездит туда. И, честно говоря, когда ты поехала и взяла у моих подопечных бронежилет и шлем, и отправилась куда-то на передовую, там артобстрел. Ничего страшного, я поеду, мне надо фильм снять. Вот с тех пор Олеся ездит туда, а я езжу туда очень давно. Я давно служу, собственно, в нашей армии, но я служу по контракту не военному, а гражданскому. Я военный психолог одной из самых больших бригад наших. Вот. Работаю в госпиталях, снимаю фильмы про госпиталя. И, собственно, первый фильм, который я сняла, я приехала как военный корреспондент Первого канала на Светлодарск, это Бахмут, под Бахмутом, и увидела, что у нас очень много раненых. И этим ребятам, раненым, нужна психологическая помощь. И сняв фильм, я там осталась. И целый год я прожила в Бахмуте, в госпитале, проработала там медсестрой. Потом приехал мой сын, которому 23 года, он москвич, городской житель, вообще программист. Когда он первый раз увидел, я эту историю все рассказываю, она такая немножко страшная, когда ему дали отрезанную ногу, ему сказали, отнеси ее туда, где лежат 200-е, то я увидела, как мой 2-метровый сын сползает по стене. То есть он так стало не очень хорошо. Вот. Но потом он освоился, он понял, что люди, все люди, что люди даже разорванные на части, которые вот в таком самом плачевном состоянии, они тоже требуют нашей любви и помощи. И он после этого съездил еще 3 раза в свои отпуска в госпиталь Бахмут. И я считаю, что каждый из нас, каждый человек, у которого есть сердце, должен знать, что происходит на войне, должен понимать и чувствовать. Особенно сейчас, когда враг на Курской земле, на нашей земле. Ну, те 10 лет, 9-8 лет, да, пока эта война шла на Донецкой земле, на Луганской земле, мы туда приезжали, но скорее это было все-таки как туристы, потому что мы, да, там были наши ополченцы, мы сражались за них, мы помогали им, но это были они, мы помогали им. То есть мы как бы приняли эту часть Украины в себя, но все равно это было вот это вот небольшое такое вот как бы состояние немножко со стороны. Сейчас вот это самое страшное, что я почувствовала в этом году летом, когда я приехала на Курскую землю и поняла, что едут наши старухи
наши старики, наши дети, и они бегут в автобусах, они беженцы, они уже выезжают из своих домов, и действительно над ними уже измывается наш враг. И он уже не такой вот какой-то гипотетический украинец, а это уже наемники, настоящие американцы, французы, англичане, те, кто не должен был ступить на русскую землю. И это уже совсем другая война. Вот сейчас, когда уже идет СВО и очень много потерь, и наверняка в зале матери, вдовы, жены, дети, те, кто погиб, защищая нашу Родину. Я считаю, что самое главное в эту эпоху, в эпоху войны, это самая страшная эпоха для любой страны, особенно для такой огромной империи, как Россия, консолидироваться, быть вместе. И фильмы, те, которые снимают наши режиссеры, это героические люди. Мы недавно с Олесей были на журфаке, где педагоги говорили, почему мы не даем журналистам оружие? И вышел человек вот с журфака и сказал, потому что журналист не комбатант. Потому что в тот момент, когда журналист подписывает контракт, как Илья, он становится комбатантом, и на него действуют совершенно другие правила конвенции международной. Вот, до тех пор, пока журналист, хотя они убивают журналистов, охотятся на наших медиков, но тем не менее это гражданский человек. В тот момент, когда журналист берет в руки оружие, это уже военный. И мы стоим на грани. Вот Олеся, которая приезжает, хрупкая женщина, такая же, как и я, девочка. У нее, между прочим, сколько у тебя детей, Олеся? 5. 5 детей. И каждый раз, когда Олеся едет туда, у нее еще 2 маленькие девочки. У нее сын воевал и получил ранение. Дочка ездит вместе с ней. И я знаю, как тяжело, когда ты едешь со своим ребенком. Ты не так боишься за себя, как за своего родного ребенка, который еще не пожил. Когда я возила своего сына в Бахмут, мне было не страшно за себя, но мне было очень страшно за своего сына. Вот так же Олеся каждый раз, когда она туда приезжает, да, что самое страшное? Ну, самое страшное – это действительно видеть, когда твоя дочь едет в машине впереди, даже с командиром. И ты понимаешь, что вокруг летают эти железные птицы, такие безжалостные. И думаешь только об одном, вот только бы в мою машину, а не в ее. И, конечно, в эти моменты мы начинаем понимать, что война идет не там, она идет здесь, за души и сердца наших соотечественников. Поэтому без творчества, без культуры, без искусства мы не сможем победить в этой войне. И мне очень важно и дорого, что сегодня к нам обратился министр культуры Российской Федерации. Министерство культуры нас поддерживает. Мы вместе идем по России к студентам, к нашим гражданам с тем, чтобы рассказать правду. И вот хотелось бы объявить, да? Благодарю, Олеся Николаевна. На самом деле в адрес нашего фестиваля поступило видеоприветствие министра культуры Российской Федерации Любимовой Ольги Борисовны. Внимание на экран. Дорогие друзья, приветствую вас на 3-м международном передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству». Этот смотр – связь поколений, разговор о важном, напоминание о великом наследии нашей страны. Сегодня, когда мир стремительно меняется, важно сохранять отечественную историю, оберегать традиции и национальные ценности. Кино способно вдохновлять, объединять, воспитывать чувство гордости за свою родину. Представленные фильмы говорят нам о мужестве, стойкости, героизме, о том, что всегда было и остается фундаментом нашей страны. Документальные ленты были показаны молодежи в десятках городов, 52 региона. Более 500 тысяч зрителей стали участниками живых, искренних творческих встреч с поэтами, режиссерами, музыкантами. Фестиваль – это дань уважения тем, кто служит Отечеству, кто защищает страну на передовой и в повседневной жизни. Он помогает увидеть и понять, какой ценой получен мир, какова истинная сила русского духа. Я благодарю организаторов за развитие и продвижение патриотического кино. Желаю вам интересных показов, ярких открытий и веры в лучшее. Благодарим Ольгу Борисовну за содействие в организации и развитии фестиваля.
Главная наша черта – это искренность, открытость и любовь. Этот проект не о войне, он о служении во имя жизни, во имя Отечества. Это одна война. Она началась в 92 году. Я просто русский православный человек. Судьба наша, значит, такая. Вот здесь чай, кофе, все вкуснее. Жители Донецка стараются улыбаться, и они не прекратят это делать, несмотря ни на что. Вот так идешь по родным местам, ё-моё, когда-то с девчонками здесь гуляли. Разбуди меня, мама, пораньше, по градовому дождю. Громыхает то ближе, то дальше, в угоду чужому вождю. Отдается смертельное эхо в каждом маленьком детском сне. И кудлатое небо с прорехами снова слушает гимн о войне. Братья, вперед! С Богом! Служу России. Кино как молитва, кино служение, жизнь как молитва. Наш фестиваль поистине народный. Он про людей и для людей. Благодаря государственной поддержке мы можем рассказывать о героях фронта во всех уголках нашей необъятной Родины. Разные города, разные часовые пояса, но один народ. И ему мы везем новые фильмы, живопись, музыку, объединенные единой темой. А сейчас на эту сцену мы хотим пригласить ребят, которые прилетели к нам из Владивостока. Группа «Русский строй». Письма. Возвращайся живой. Не звенят птицы певчие в этом проклятом пепелище. Дым жжет глаза. На щитах несут воины из огня преисподней братьев назад. Твои письма, мои ноты и дорога домой. Тихим эхом между строчек возвращайся живой.
лицах страха нет, мы как листья в осеннем костре. Вена, кровь и адреналин, пламенем горя, верим мы в мир на земле. Ни о темном звучании пересхода печального медных колоколов. Брат за брата без малого делит происки дьявола и гнев ангелов. Твои письма, мои ноги и дорога домой. Тихим эхом между строчек возвращайся живой. Твои письма, мои ноты и дорога домой. Через пламя, через пепел возвращайся домой. И только живой. Здесь у нас нет случайных людей. Здесь каждый, кто стоит на этой сцене, связан с фронтом живой связью, линией. Вот фронтовой звонарь приехал буквально вчера для того, чтобы выступить перед вами. Он был там с ребятами, ездит по всей линии фронта и выступает со звонницей для того, чтобы развеять тучи, которые наплыли над нашей страной. Наши воины — это герои, маяки. Семьи воинов — это фундамент государства, а дети — наши настоящие. Я уже много раз произнесла это магическое, это спасительное слово «любовь». Считаю, уверена, как многодетная мама, что любовь — это лучшее воспитание. И сейчас... Православная гимназия во имя святителя Николая Чудотворца, город Сургут. Связь. Говорил: кино, молитва, храм для страждущих, отчаянных сердец. Экран не делит правды пополам. Экран ответчик, режиссер истец. Проверка связи, как ты слышишь, жизнь! Проверка связи, вечность, дай эфир. Здесь только судьбы без забвений тризн. Здесь все за русский человечный мир. Дай связь, земля, на проводе пилот. И мать, что сына проводила в бой. Дай нам ковчег или обычный плод. Дай нам любви, божественный покой. Пусть в черную, твою сырую плоть посадит женщина домашнюю герань. Пусть зацветает флоксом небосвод, в рассвет вплетая судеб наших даль. Связь, связь, дайте связь! Беззвучно шепчет мать. Верните голос, покажите сон. Мать сможет смерть захороводить вспять, но не сумеет обесточить стон.
Мы все уйдем, мы прогорим дотла. Останется небесное кино. Связь беспрерывна, Родина права. Какое б страсти не прогрызли дно. Пусть мать увидит безмятежный сон о том, как сына за руку ведет, о том, как раскрывает двери в дом и воскрешает прерванный полет. Пусть мать погладит бритое лицо, пусть расцелует щеки и глаза, пусть небо не висит над ней свинцом, и связь доносит до нее слова. Мать Богородица, прости, родная, скорбь, прости, тщедушие и ропот слезных волн. Прошу, прости и веру мою в сгорбь. Молитва пусть звучит, как смелый горн. Связь, связь, я жизнь. Здесь вечность воплоти. Прорви глушилки, выйди за предел. Не плачь, не бойся и не голоси. У Бога живы все, кто свят и смел. Весенняя, намокшая от слез, над Родиной, израненной фронтами. Победа! Ты летишь в венке из роз, обмотана кровавыми бинтами. На проводе отважные. Купянск, Часовьярск. Суджа, Курск, Белгород. фестиваль. Кино на службе Отечеству восстанавливает главную связь. Русский русскому помоги. Чужой беды не бывает. Быть воином, жить вечно. Фестиваль на связи Отечества, земного и небесного. Лики отважных паломничают в портретах, в фильмах «Святынях», «Дорогами Руси». Команда фестиваля идет в русскую контратаку. Выходит на связь с русской победой. Создает свое сверхточное оружие. Сильнее любых орешников. Слово, музыка, живопись, кино на службе Отечеству. Фильмы молитвы – это связь с сердцем каждого воина. Связь, которая никогда не перестает, не ищет своего, всему верит, всего надеется. Так было и тогда. Александр чудным образом получил позывной «Пересвет». Пересвет – код русской победы с XIV века. Пересвет победил мощь Орды, непобедимого Челубея. Пересвет снял с себя воинские доспехи и в одной монашеской схеме помчался на врага. Копье Челубея пронзило сердце Пересвета, и Пересвет, уже почти мертвый, ударил своим коротким копьем и вышиб Челубея из седла. С пробитого сердца Пересвета начиналась Россия. Олесю Шигину встречал Сургут. Ей присвоили звание «Пересвет 21 века». Ближе к сердцу прикрепили награду. Но как такое возможно? 2 дня назад ей сообщили. Ее Пересвет Александр погиб. А у нее, у сердца награда. Пересвет 21 века. Теперь не он, теперь она Пересвет. И приходит спасательная. Без Пересветов не будет России. Александр Захарченко, Батя. Михаил Толстых, Киви. Арсен Павлов, Моторола. Рокот и струна у Марлогинов в Шишане. Руслан Самур. Илья Красавчик. Володя Невский. Евгений Кок. Басты. Семен Лопоухий. Ромашка.
Никола Чудотворец, Орел, Закат, Чагадаев, Дарья Дугина и Ольга Корса, Михаил Волков, Воха, Владимир Зоха, Александр Пересвет. И все отважные. Мы, народ Пересвет. Мы веем свет. Мы люди света. Это наш удел брать на себя всю тьму мира и превращать ее в свет. Сборка русского мира идет через боль и кровь. Схватка за Россию накаляется. Кто победит? Академик Вернадский учит, что неизбежно победит ноосфера. Русская история учит. Неизбежно победит Пересвет. Брат ушел на фронт. Эти слова ножом разрезали мой март того 22-го года. Здравствуйте. Меня зовут Веринея Шигина. Я фронтовой художник. Для меня все связанное с Родиной сейчас как оголенный нерв, ведь там на передовой мои самые родные. Мой брат доброволец. Для меня это жизнь. А что могу сделать я? Я студентка художественной академии в Санкт-Петербурге. И что теперь? О каких рюшах, драпировках, бессмысленных этюдах может идти речь сейчас, во время войны? Какая готика? Какое рококо? Зачем сейчас все это? Зачем? Все это казалось мне чем-то бессмысленным и даже пошлым в сравнении с тем великим, большим и страшным, что происходит там, на линии огня, где мой брат с позывным «Тверь» ползет в зеленке на краю жизни. Так я начала писать портреты ребят. Брат ушел на фронт. Эти слова разрезали мой март 22-го года. Здравствуйте, меня зовут Веринея Шигина. Я фронтовой художник. Мы запустили движение «Уголь земли русской» называется. Сейчас по всей России художественное училище, академии, профессиональные художники рисуют портреты наших бойцов. И мы собираем, чтобы потом сделать такую мощную выставку образов героев нашего времени. Воин умирает дважды. Первый раз, когда он умирает на поле боя, а второй раз умирает, когда про него забывают. И благодаря Веринеюшке, Олесе, наши ребята живы и будут жить. Спасибо вам огромное, материнское, вам спасибо за все, что вы делаете для нас, для наших сыновей. Вот эти глаза, которые смотрят нас с работ, с фотографий, они, конечно, пронзают просто как стрела каждого входящего. И мне кажется, равнодушных здесь не будет. Парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомых
Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И становится радостно на душе у бойца от такого хорошего крылья письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. И врага ненавистного крепче бьет паренек за российскую родину, да родной огонек. Каждый участник нашего фестиваля со сцены раскрывает свою душу как русскую гармонию. И для каждого из нас сейчас судьба Родины как оголенный нерв. Для нас это жизнь. Два года большой работы ушло на то, чтобы мы смогли разбудить художественное сообщество. И теперь по всей России художники пишут портреты наших ребят, пишут батальные сцены. Авангард художественного движения «Уголь земли русской» распластан на всю Россию, от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Москвы до Бердянска. Первые выставки, которые прошли на возвращенных, исконных наших территориях, были организованы в Бердянске, Мелитополе, Луганске и даже в Херсонской области. Мы гордимся этим, потому что сейчас, как волна, пошло это движение по всей России. Теперь уже без нас, без нашей помощи художники пишут и выписывают образ великой России. Мы смогли достичь единения. Когда государственные деятели помогают, творцы создают, а зрители откликаются и ведут бой со своими страхами, прокладывая путь к победе духа. На сегодняшний день фестиваль представляет собой работу множества направлений, одним из которых является живопись на службе Отечеству. Художник может без слов одним штрихом передать то самое важное, то, что человек не смог высказать, то, на что не способно слово. Живопись творит чудеса. За вклад в сокровищницу русской живописи и графики награждаются Игорь Саидов, Для награждения на сцену приглашается Евгения Ласкина. Пока микрофон мне вернут, это молодежный актив нашего движения. Я очень ценю таких ребят. Они по всей стране уже. Игорь возглавляет наш молодежный актив. Евгения активный участник, сама присоединилась. Санкт-Петербург, Москва. Вот там два портрета. Это портреты Евгения. Вы сможете потом полюбоваться ее работами и работами наших художников. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену удивительного человека, настоящего мужчину. Он прошел самые сложные бои на специальной военной операции до нее, но какой он теплый, какой он талантливый. И когда он появляется в нашей команде, когда мы едем по городам, всем становится как-то надежно, спокойно, мы под защитой. Это Роман Метум, позывной «Чтец». Он сам пишет свои стихи. Первую песню написал после Гастомеля. И Роман Метум. Здравствуй, сын.
ушел я воевать, научила нас метко стрелять наша Родина-мать. Здравствуй, сын, ты так быстро подрос, набрался сил. Знаю, было много причин, чтобы оставить наш дом. Свет от света Бога истина освещает с утра бурелом. Ты же лети, сокол, по бескрайнему небу, за обрывом пропасть стрел людских да крик ворон. Кровь от крови, род от рода, дед наш правый брал Берлин. Коль назвались мы солдатами, предкова честь не посрамим. Здравствуй, сын, говорят, что десант ваш один был заброшен в пекло лютой печи. Ну как же так, не молчи. Здравствуй, бать, научились теперь воевать. Мы с друзьями смерти в лицо, мы смеемся давно. Свет от света Бога истина освещает с утра бурелом. Ты же лети, сокол, по бескрайнему небу, за обрывом пропасть стрел людских да крик ворон. Кровь от крови, род от рода, дед наш правый брал Берлин. Коль назвались мы солдатами, предкова честь не посрамим. Здравствуй, сын, ты прости, но нет больше сил. Я б разлуку водкой залил, но стакан тот взял и разбил. Хватит, мать, причитать да горевать. Еду к сыну я помогать. Сын, встречай, это твой батя. Свет от света Бога истина освещает с утра бурелом. Ты же лети, сокол, по бескрайнему небу, за обрывом пропасть стрел людских да крик ворон. Кровь от крови, род от рода, дед наш правый брал Берлин. А коль назвались мы солдатами, предкова честь не посрамим. Свет от света Бога истина освещает с утра бурелом. Ты же лети, сокол, по бескрайнему небу, за обрывом пропасть стрел людских да крик ворон. Кровь от крови, род от рода, дед наш правый брал Берлин. Коль назвались мы солдатами, предкова честь не посрамим. Спасибо. Нашему фестивалю 2 года.
боли, которая разливается на Россию уже более 10 лет. Духовная победа в этой войне заключается в одном единственном – в единении 3 братских народов – России, Украины, Белоруссии. Мы не воюем с Украиной. Мы воюем с теми, кто запускает спрута в наши души, кто воспитывает наших детей так, как нам не нравится. Вы знаете, да, эту фразу, что хочешь победить врага, воспитай его детей. Так вот, давайте не дадим воспитать наших детей. И мы уже делаем успехи. Вот наш Михаил, он воспитывает срочников. Перед вами поют ребята срочной службы. Каждое утро они служат литургию. Потом вечером они репетируют советские и русские народные песни, и песни народов России. Так мы воспитываем молодежь. Каждый герой – это прежде всего сын. И мать, подобно художнику, видит мельчайшие переживания на лице ребенка. Она чувствует его каждой клеточкой тела. Сейчас я хотела бы пригласить на сцену моих боевых подруг, лучших женщин нашей страны, которые смогли воспитать героя. Боевая подруга Мария Костюк, Биробиджан, Еврейская автономная область. Боевая подруга Сабина Месриханова, Дагестан. Боевая подруга Виктория Горобец, Москва. Прошу подняться на сцену маму Дениса Кудрина, мужа моей подруги, который отдал жизнь 7 марта 2022 года. И сегодня день рождения его сына, которого он никогда не увидел, Ванечки. Прошу, мама, встаньте к вашим сыновьям. Да, да. Спрятался. Хотела прочитать стихотворение. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку, 4 у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год, не близкий, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они закрыли мир собою, жить, начинавшие едва, что было небо голубое, была зеленая трава. Олесь, если позволишь, я бы
хотела сказать от всех мам, что для нас ты и твоя команда — это, наверное, как эти обелиски из стихотворения Римы Казаковой. Потому что то, что вы делаете, ваше дело, благодаря вам сегодня наши сыновья, наши мужчины, наши воины, наши герои, наши защитники Отечества живы. И, как сказала сегодня мамочка в ролике, они будут жить вечно. Спасибо вам. Берегите себя и берегите вот ту внутреннюю искру, которая у вас есть, потому что вы для нас теперь семья. И я жду вас в своей любимой еврейской автономной области. Раз уже прилетела тут трижды чиновником с этой сцены, я, как руководитель еврейской автономной области, жду тебя там. Чиновники бывают разные. И я покажу тебе героическую, легендарную землю Дальнего Востока, которой можно гордиться. Спасибо тебе. Вечная память героям. Сохраним в наших сердцах память о героях. Не дадим померкнуть и забыться их великому подвигу.
вечная память, небо раем. Будем всегда помнить наших ребят и, главное, чтить матерей, потому что каждая женщина, которая стоит сейчас на сцене, это наше сердце. Женщина, которая вырастила героя, это великая женщина. Женщина, которая смогла проводить героя к Господу, это и с честью нести дело сына, как делают все женщины, которые сейчас на этой сцене стоят. Низкий вам поклон. Спасибо. И спасибо всем мамам. Мы будем долго помнить подвиг наших героев. Сохраним в сердцах любовь к ним и веру в счастливое будущее нашей страны. Просим матерей занять место в зрительном зале. Продюсер Сергей Белоус. «У края бездны». Что такое Родина? Удлиняйте максимально свои ремни. Родина – это там, где у тебя прошлое, настоящее, где ты видишь свое будущее. На будущее. Ты снайпер, тебя будут первого снимать. Это то, что тебя создало. Спасибо вам большое. Всем приготовиться! К интернату идут! Что нам такие муки? Чем мы провинились? Господи, помоги же ты нам, прекрати ты. Господи. Зеленский же сказал, Мариуполь просто так не отдам. Ни себе, ни людям не оставлю. А где? Там еще кто-то остался? Она сгорела живьем. Наша задача сегодня войти в эти дома. Когда заходим уже в подъезды сами, растяжку на лестницу, откат, танк, заходим. План слева, вон там, мы поднялись выше, работы не даем прийти. Я же им кричал, давай. Ага. Ну а кто его заставлял? Мы, наверное, дети войны. Гитара. Потом в подъезде взяли твоих пленных. Сейчас, короче, будут еще вниз получили. Дойди, там еще есть. Тебя как зовут? Ангелина. Муж мандарин. Хочу газ, свет, интернет, воду, абсолютно все. А у нас же у всех, понимаете, родственники в России. У нас очень красивый город, очень жаль, очень. Главное, чтобы перестали стрелять и будем все восстанавливать. Да. Ну что, хотели война. Мы все просим только мира. Да. И будем дальше восстанавливать. Теперь только понимаем, что это такое. Шагина Олеся, режиссер-документалист. Поехала на фронт в июне 22 года. Муж благословил. Дети обняли и проводили. Потому что это наша война. Потому что творческий человек не может проспать войну. Так случилось, что я документалист. И мне пришлось поехать на передовую. Не жалею ни о чем. И вот стоим мы на развилке,
И думаем, а куда же нам повернуть-то, на Донецк или на Мелитополь? До Донецка 100 километров, а до Мелитополя 300. Я звоню сыну, молчу, осознаю весь ужас ситуации, осознаю, что он сейчас поймет, что я предпочла нашей встрече съемку других прекрасных ребят. А завтра ему напередок, и это значит, завтра я снова его не увижу. Молчу, слезы душат. Они там все эти живо интересующиеся такими спецсуществами, как мы. Вы за сыном поехали на фронт, поддержать его. Вы встретились с сыном на войне? Нет. Нет. Я не встретилась с сыном на войне. Я встретилась с другими прекрасными сыновьями, которые дали мне позывной «Мама». Они ошиблись во мне. Потому что какая же я мама, если так и не доехала до собственного сына в госпиталь, где он лежит с загноившимся раненым глазом. Илья Чистов, русский морпех. Бомбей – это были тренировки. Красота! Вообще красота! Мыши – это третий объект моей личной ненависти среди реалий этой войны. Ощущение, на самом деле, мощи какой-то было, потому что вот эта огромная колонна шла. Я вижу взглядом, как полетели ракеты. Мы работаем всегда тогда, когда они сидят, грубо говоря, и готовятся либо к наступлению, либо на своих позициях. Это было прям совсем рядышком. А у меня страх, он наоборот другой. Он меня концентрирует. Они пытались сначала гранатами разбирать, вогами, не получается. Небо контрольте кто-нибудь. Это исторически сложилось. Наши воюют с немцами. То, что ведут себя так же, как немцы. Фашисты, нацисты. Поэтому немцы. А сейчас с удовольствием хочу представить еще одного человека, который за нас, за наше Отечество с 2014 года. Ровно с тех переломных событий, которые всех нас потрясли. И, как говорит Макс Фадеев, равнодушие – главная причина войны. Так вот, Алексей Поддубный Джанго, мой друг, очень близкий соратник, никогда не был равнодушным к судьбе своей страны. Поэтому ребята на фронте его знают, любят и ждут с песней, со словом и с доброй его улыбкой. Группа «Джанго» в ночах фабричных окраин.
Здравствуйте, дорогие друзья. Засмотрелась на тебя, Леша. Спасибо, Олеся, за это представление. Нас действительно связывает большая дружба еще до того, как началась специальная военная операция. Я очень рад, что движение «Кино на службе Отечеству» приобрело столь грандиозный масштаб. Олеся Николаевна замечательно собрала в единый кулак множество талантливейших, смелейших фильмов, которые снимают наши героические операторы прямо на фронте. С того момента, знаете, когда произошло крушение Советского Союза, мы за это время порастеряли очень много такого чувства локтя, чувства коллективизма. И сейчас тот исторический этап, через который мы проходим, он заставляет нас вспомнить об этом важном для нас чувстве. И эта песня называется «В ночах фабричных окраин». Она об этом времени и о том теплом чувстве, которое возникает, когда мы вспоминаем о своей юности. Над домами, проводами и надеждами не до разговоров по душам. Между нами все останется по-прежнему. Номер набран, вызов не нажат. Настоящую любовь не вяжут клятвами. Оттого мой мальчуганский сон все болтается по крышам перелатанным заводских окраин и промзон. Правда, сегодня ночи смолчат, то растеплют утречком ранним. Вот кто меня сгоряча грустью подранил. Вот кто меня сгоряча крепко нынче грустью подранил, раздобытый где-то в ночах фабричных окраин. Я не прятал свое сердце под одеждами и с дождями шлялся по ночам. И горят еще в окне моем незанавешенном звезды, что тебе я обещал. Правда, сегодня ночи смолчат, то раз не звонят утром трамваи. Будто кто меня сгоряча грустью подранил. Будто кто меня сгоряча крепко нынче грустью подранил, раздобытый где-то в ночах фабричных окраин. Так значит, уговор мы заодно и с проходящими товарниками мы алой крови. Приемыши суровых с виду городов, голоса проемов оконных. Вдох-вдох, я не одинок. Тополя, воробьи, крыши. Может, ты меня, может, ты меня слышишь? Сегодня ночи смолчат, то растеплют утречком ранним. Будто кто меня сгоряча грустью подранил. Будто кто меня сгоряча крепко нынче грустью подранил, раздобытый где-то в ночах фабричных окраин. Будто кто меня сгоряча против правил грустью подранил, раздобытый где-то в ночах фабричных окраин. Нами позабытой в ночах фабричных окраин, где-то раздобытой в ночах фабричных окраин. Спасибо, дорогие. Сражение идет за нашу великую русскую душу. Поэтому давайте поддержим всех наших ребят, кто сражается, кто там жертвует своей жизнью, кто не жалеет крови своей ради своих друзей, товарищей, нашего с вами будущего. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Есть у меня такая мечта
снять документальное кино, а может быть и художественное, на нашу русскую видеокамеру. Говорят, это невозможно. Часто слышу об этом. Какая связь между промышленностью и искусством? Промышленность и искусство – такие разные несовместимые вещи. А если задуматься, возможно ли было бы кино или живопись без кисти, без красок, без кинокамеры, без хороших петличек, без проводов, гвоздиков? Поэтому есть у меня такое стихотворение, которое родилось, когда я проводила сына на фронт. И в конце строчки: вот только чтоб все это там не зря. Вот чтобы это было не зря, мы должны сделать все, чтобы Россия была абсолютно независимой по всем параметрам. И кино мы снимали на свои видеокамеры. За то, чтобы в России было все свое. И одежда, и компьютеры, и самолеты. За это стоят на горячих рубежах наши ребята. За большой личный вклад в развитие фестиваля награждается Альберт Яналеев. И не только за вклад в развитие фестиваля, а за то, что Альберт делает вещи, которые на фронте спасают жизни ребят. И таких ребят у нас очень много. Мы сегодня награждаем одного и знаем, что за ним стоит сотня, а может быть и 1000 других. Поэтому просим государство поддерживать таких бравых ребят. Спасибо тебе огромное. Неожиданно, говорят. Ну, я знаю, что неожиданно. Надеюсь, что промышленность навсегда станет рядом с искусством, и тогда у нас все везде будет красиво. Владислав Рыдков. Я иду домой. История того, что я попал как бы сначала в ополчение, потом в компанию, такова, что война вошла в мою семью, коснулась моих родственников очень сильно. Очень страшно. Даже в страшном сне врагу мне вообще не пожелала бы такого. Вот такое, чтобы все пережили. Если мы не будем помнить своих предков, своих родителей, то мы никто тогда. Мы не построим будущее. Если мы не будем помнить отцов, детей своих, мы тогда никто, мы тогда не общество. Больно в душе, но придет другое время, которое все расставит на свои места. Они Донбасс ненавидят, здесь все кацапы вас расстреляли. Кто вам это вкладывает в голову? Мы один народ! Один народ! Контролем небо, Сказали, что нет Отечественной войны, есть Вторая мировая. Детям запретили упоминать Отечественную войну. Жена приехала в госпиталь. Впервые за 7 месяцев бесконечной войны мы наконец-таки смогли остаться наедине. За столом сидим, у меня уже чай почти остыл, а я все на жену смотрю. Говорю: ну, все. Теперь от тебя и не уйдешь никуда. Карточка-то моя зарплатная у тебя. Я ж теперь, по сути, нищий. Надя улыбнулась и говорит: ах, ты ради денег со мной живешь? И я вспомнил, как она приехала ко мне в госпиталь и стала отмывать меня, счищая грязь там, куда не могли дотянуться мои порванные и поломанные руки. Стричь ногти, вросшие в кожу меня, разбитого и контуженного, согревать своей любовью. Вспомнил и ответил: ну, конечно, из-за денег. А ты чего думала? Мы обнялись, но это уже совсем другая история. Русский строй. Песня «Русский строй». «Рать».
море не беда, с нас как с гуся вода хлещет дождем, ночью и днем. Песня наша одна, та, что не закончена, еще споем, еще споем. Звенья одной цепи, скованы вместе мы, и в этом веселье мы на веселе. Железным сапогом по полям, как утюгом, эти поля, наша земля. Падали и поднимались, видели красный рассвет. Мы друг за друга держались во тьме и шли на свет. Все умеет наша рать, спину гнуть и жилы рвать, лихо воевать, да не унывать. Рубят наши топоры, пашут наши тракторы, разносят кашу, знай наши. Флаги разные, кровью нашей красные, бьются как птицы. Мы веселимся, пусть все горит огнем, жить будем, не помрем. Эх, поднажмем, брат, поживем. Падали и поднимались, видели красный рассвет. Мы друг за друга держались во тьме и шли на свет. За плечами города грозно гремит орда, и нам не спится, тени на лицах. Каждый в нашем строю уже выбрал смерть в бою, и заднюю здесь не дают. Жмут на кураже штормы, шашни наши из тюрьмы. Стальные яйца, да броня в два пальца. Братья наши братские, место это адское. Эй, там, груз 200, не стыдно вместе. Падали и поднимались, видели красный рассвет. Мы друг за друга держались во тьме и шли на свет. Во тьме и шли на свет. Спасибо. Победа будет за нами. Владивосток. А сейчас вы видели на кадрах документальных удивительных ребят, которые, да, не теряют силу духа никогда. Есть такой город Самара. И этот город стал одним из первых, где появились специальные сани для ребят, которые потеряли ноги и не могут быть как бабочки, сказал один из героев. Ребят, узнали себя? Да? Мы к ним съездили, посмотрели. Это сильные духом, невероятные. Я не знаю, где эти ребята берут столько сил. А помогли им встать на ноги, в хорошем смысле этого слова, на сани. Промышленники, которые выпускают эти сани. И одни из первых заменили импортные сани на русские сани. Русский солдат любой национальности – это воплощение стойкости и мужества. Даже когда обстоятельства кажутся безнадежными, даже при самых тяжелых травмах и лишениях, он не теряет духа и продолжает стоять на защите своей Родины. Хотела бы пригласить сюда с особым трепетом, гордостью ребят из Самары. Когда промышленность на службе Отечеству стала рядом со спортом на службе Отечеству, а искусство сейчас делает все, чтобы эти ребята поехали вместе с фильмом по всей стране и научили нашу молодежь, как надо жить, как не бояться проблем, сложностей. Так что кино, промышленность, спорт неразделимо. За силу воли, силу духа, за то, что никогда не сдаются, награждаются. Дмитрий Худошин,
Юрий Лобанов, Сергей Артищев, Юрий Ковтун, Евгений Кожин и Владислав Шапошников. Вы видели, как они гоняют на этих санях? Это просто настолько красиво. И один из них говорит, это мы как бабочки. Мы теперь можем гонять или на санях, или во сне. Я думаю, что я снимала ребят в разных подразделениях, как они делают подъем-переворот, как бегают. Вот один из моих героев, это командир Голливуд, это «Ночные волки». Он потерял ногу, как я его снимала еще до этого. А сейчас он уже делает пробежки на своем протезе. Ребят, вы молодцы. Только так, и вы огромный пример для всех наших молодых ребят. Держитесь, мы с вами и будем снимать большое кино про спорт. Благодарим вас. Просим занять места в зрительном зале. Константин Александров. Река героев. Вот эти две девочки даже не понимали, что это было. Они шли в первый класс уже. И я вел их впереди, а сам сзади, чтобы поначалу стреляли по мне, а потом уже по ним. Да, я их своей спиной прикрывал. Я снял куртку, смотрю, дырка, и там кровь. Вот именно вот тут вот, возле ребра. Когда СВО началось, Володя начал меня потихоньку готовить. Он так сразу не говорил, что точно пойдет, а вроде как собирается. Ну, мы просто разговаривали с ним на кухне
как это важно, что надо идти защищать Родину. Весь март 22 года мы проговорили о том, что там делается так, что не так. И мне казалось, что я вроде как готова, что Володя пойдет, что надо идти. Но в то же время внутри была какая-то полная уверенность, что это произойдет не скоро. И вообще Володя по возрасту совсем не проходил. И вот в конце марта 22 года сижу я на работе, звонок. Вова. Привет, привет. И тут он мне вдруг. Ну что, Наденька, собирай вещи. Я ухожу. Куда, говорю, уходишь? Ну как куда? На СВО. А я и верю. Он же меня целый месяц готовил. Но это же были просто разговоры, а тут уже уходит. Уже завтра. Пытаюсь найти всевозможные зацепки, чтобы удержать мужа. А как же мы? Как мы без тебя? Красота способна спасти мир. У нас есть интересный опыт. Мы красотой победили границы, которые выстраивают нам западные товарищи, которые нам совсем давным-давно не товарищи. Произошло следующее чудо. Сейчас вы услышите песню, которую мы очень полюбили, из фильма, который потряс нашу молодежь. И этот фильм, я считаю, прорыв. Фильм называется «Ландыши. Такая нежная любовь». Фильм, который впервые, можно сказать, в сериале молодежном представляет русского офицера как очень теплого, открытого, нежного человека. И теперь девчонки, я уверена, будут все мечтать, чтобы парни с СВО вернулись и женились на них. А вот что касается видео, которое вы увидите, оно представит коллекцию одежды, которая сейчас рождается. Первые, вот видите, вышивка на кителе. Первые наши результаты мы отсняли и снимали результат нашего труда молодые художники, молодые фотографы. В итоге они отправляют фотографии, сделанные с кителями на фоне портретов, которые вы сейчас здесь видите. Модели — это мамы, жены и сестры героев. Отправляют их в европейские журналы. И мы побеждаем. Скоро фотографии с нашими девушками, самыми красивыми на всей земле, выйдут в модных журналах Италии и Франции. Как вам такой поворот? Нэнси и Сидоров. Встречная полоса. 23? Да. Это вышито, когда ему было лет, наверное, 11. А я смотрю, что-то маленькое. Думаю, у Так нас это на него просто... не налезет. Это он меня попросил, чтобы быть как военный. Это его старая боевая одежда. А я думаю, купила новый костюм какой-то сексапильный. Нет, это Дениса костюм. Я надела, рубаха мне немножко велика, а вот в штанах... Закрыла двери молча, выкинула ключ, стены помнят прошлое. Они все поймут, только сердце быстро так отсчитывает дни, 5 секунд до выстрела. По жизни без любви. И что ты скажешь при нашей встрече? Глаза не врут нам бесконечность, пока на небе ни одной звезды, только я и ты.
встречная полоса. Наши пути на Млечном в небеса пересекутся, и мы, как безумцы, связаны отныне, вечно молодые. Встречная полоса. Наши пути на Млечном в небеса пересекутся, и мы одним курсом связаны тут и там. Я меняю маршруты, и каждое утро дорога петляет, как мысли о чуде. И если есть хотя бы один шанс, я буду честной, даже еле дыша. Я найду это место, подожди чуть-чуть. Нам еще осталось, мое счастье тут где-то заплутало. Пусть новый день катится за горизонт, просто знай, мне с тобой повезло. Встречная полоса. Наши пути на Млечном в небеса пересекутся, и мы, как безумцы, связаны отныне, вечно молодые. Встречная полоса. Наши пути на Млечном в небеса пересекутся, и мы одним курсом связаны тут и там. Олеся Шигина. Отважные сестры. Регулярная армия. Веселый такой паренек, хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Не мотай пистолетом, он заряжен. Надо потренироваться. Ту красу увидел черный звездный ворон, серенады милые и нежные стал петь барабан, да? Здрасте. Шум, брат, шум, брат. Война – это сила, война – это слабость. Скажи мне, братан, тебе что досталось? Я по специальности тракторист. Я поступаю в этом году на офицера. И сейчас для меня это завещание, продолжать его благое дело. Так можно, она не замужем. Да? Какие ее годы-то? А я свободный. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы и отдохни немного. Я русская дорога, русская дорога, русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою, грязью да водою, грязью да водою. Класс, браво. Таких отважных в России много. Таким отважным молитву свет. Такие держат страну и слово. Они наш флагман и оберег. Это про вас, ребята. Спасибо. Я, Алиходжина Татьяна, мама 6 детей, жена русского офицера. Мой муж Кудрин Денис Иванович, герой Луганской Народной Республики и командир легендарного батальона «Хулиганы». И нашему Ванюшке сегодня 3 года. Договаривались, что будет звонить. Иногда набирал, молчал, я понимала, он все нормально, жив.
6 марта позвонил, сказал, что завтра уходит на задание. А 11-го его отпускают домой в отпуск по случаю рождения сына, Ванюшки. Попросил показать сына по видеосвязи. Я показываю. Вот, любимый, смотри, вылитый ты, копия твоя. Да вижу, вылитый. Ты у меня такая красивая, он на меня похож. Все черты мои взял. Твоей бы красоты ему. Твоей красоты. Это был последний его звонок. Сейчас я хотела бы пригласить на сцену моего названного сыночка, Чивас, Никита. Никита был ранен в октябре месяце. После того, как мы с Ахрой, командир пятнашки, помог мне его вызволить с фронта, чтобы он смог жениться на своей возлюбленной, необыкновенной девушке Татьяне из Молдавии. А где ты вырос, Чивас? В республике Адыгея. Чивас вырос в Адыгее. Танечка его из Гагаузска. И вот мы гуляли на их свадьбе, договорились с Ахрой, что мы ваши крестные родители на свадьбе. Недавно, кстати говоря, еще одна свадьба у нас есть теперь с Апти Алаудиновым. Он тоже крестный папа, я крестная мама еще одной свадьбы, которая произошла в Луганске буквально недавно. И потому что он приехал и помог ребятам встретиться, помог девушке, которая приехала к раненому бойцу Светлане. Она где-то здесь в зале. Светочка, ты где? Стань. Света. Помог ей осуществить свою мечту, стать женой своего мужа. Так вот, Чивас, дорогой мой, у него была мечта спеть для Татьяны на Красной площади. Ну вот да, мы сегодня тренируемся перед Красной площадью. Давай, с Богом. Чивас, самолеты. Петр. Я с тобой спорить не хочу, да и выгляжу как дурак. Хочешь, я завтра же прилечу, но пока не знаю как. Я с тобой спорить не хочу и доказывать, кто и что ты. Хочешь, я завтра же прилечу, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они. Все думаю о тебе, от посадки до полетов, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесу. Эти твои самолеты, ты слышишь, эти твои самолеты, эти твои самолеты, ты слышишь, эти твои самолеты, самолеты. Я с тобой спорить не хочу, чтобы спор проиграть дважды. Слово правда, все остальное чушь. Я поверил тебе однажды. Я с тобой спорить не хочу на беззвучный режим полета. Хочешь, я завтра же прилечу, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они. Все думаю о тебе, от посадки до полетов, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесу. Эти твои самолеты, ты слышишь, эти твои самолеты, эти твои самолеты, ты слышишь, эти твои самолеты, самолеты.
посадки до полетов, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесу. Эти твои самолеты. Семья – это самое важное, что у нас есть. Семья на службе Отечеству сейчас – это воплоти. Понимание и поддержка близких способны укрепить боевой дух и помочь справиться с трудностями службы. Когда спрашиваешь ребят на фронте, чего тебе здесь больше всего не хватает, они все отвечают в голос: семьи, родных людей, любви. За большой личный вклад в развитие фестиваля мы хотим отметить Комитет семей воинов Отечества. Друзья, встаньте, пожалуйста. Мы хотим всем залом Поаплодировать женам, мамам, дочерям наших воинов. Это Комитет семей воинов Отечества работает с утра до ночи, помогает нашим бойцам, возит на передовую все, что им необходимо. Это лучшие женщины в нашей стране. Спасибо, девчонки. Спасибо. Семья – это высшая ценность, основа общества и опора государства. Это незримый тыл бойца, его любовь и надежда. Я увидела людей, которые понимают, что такое счастье уже только на Донбассе. В 2014 году жизнь Юлии Чичериной разделилась на до и после. В августе 2014 года прилетел украинский самолет и разбомбил пляж. Меня убил красивый большой самолет. Много людей погибло. Я думаю, что ей больно очень, но она не кричит, она поет. Очень хочется жить. Мяу, не плачь, мяу. О, хороший. Тоже не всякий сможет так. Но когда мужчина, это понятно, да? А вот девчонка, ну что, Жанна Дарк. Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь. Она приехала, села на ящик, взяла гитару, с нами там с одной миски похлебала. Это ее делает родной. Добровольца. Юлия Чичерина награждается медалью участника специальной военной операции. Ее поколение воюют, которые росли на нее песни. Это наша земля, и мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять. Юлия Чичерина и Настя Михайловская. Это такие подвижники наших бойцов, которые постоянно там на фронте помогают им. Юлию Чичерину, думаю, знают все. Фронт и подвиг наших бойцов учат единству, внушают силу духа, не позволяют сдаться. Кино, документалистика – это летопись, исследование, погружение и поиск – это смелые решения и любовь. Любовь к каждому герою, любовь к жизни. Россия наша, она огромна, она прекрасна. Она прекрасна многоцветием своих национальностей. Россия сильна только в единстве, только плечом к плечу друг с другом. Ребята рассказывали мне, как однажды под обстрелом чеченец, дагестанец и русский рухнули в окоп под дождем, не только из градов, но еще и под реальным дождем. Мальчишка русский был ранен, и парни, чеченец начал его перебинтовывать. Дагестанец читает молитву на своем языке, чеченец начинает читать молитву на своем, а русский на них смотрит и тоже говорит: «Отче наш, еже еси на небеси». Говорит: «Наверное, я умру». Они говорят: «Да ну, прекрати, какое умру, будем жить, будем жить». Вот так, только так мы сможем победить, когда мы все вместе, в одном большой семье. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону.
ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Теперь да. Дагестанцы! Вот она наша Русь настоящая. Вот она, Русь, матушка. И сейчас письмо, да, которое прям Господь прислал солдату. Вот, ты видел, да? Да, я видел. Он вчера о чем говорил, и сегодня он достает. Все это детское письмо, где ребенок пишет о дружбе между братскими народами, именно достается парню, который с Харькова. Я думаю, это знак Божий, поэтому мы обязательно, победа будет за нами, благодаря вот этим ребятам храбрым. Бурятия, Алания, Русь.
Мордва. Мы все вместе всегда, что бы ни случилось, когда угодно. С Богом.
Я Караханова Аида Лаудиновна, мама погибшего офицера спецназа Руслана Примова. Он говорил, что они поколение чести. Они отдали жизнь за наших детей, за мирное будущее. За ними, за нашими сыновьями стоят хрупкие женщины, женщина-мать. И наши сыновья никогда не должны потерять себя в страшной войне. Самая страшная потеря – это когда теряют родину, мать. Он мне так и говорил: мама, я вернусь. Или погибну героем, и будут слагать легенды о великом воине Самуре. Самур — это река такая наша, питьевая, бурлящая. На ней мой Руслан вырос. Сынок мой, гордость моя, боль моя. 8 детей семьи Марковкиных, которых он спас в Запорожье, почитают его своим ангелом-хранителем. Спецназ, когда вошел в деревню эту, там люди все голодные, в домах холодно, топить нечем, а тут дети, 8 человек. Но он их накормил, привязался, мне звонит: мама, срочно собери вещи, еду, игрушки. Мама, здесь дети выросли на войне, родились на войне, не знают совсем игрушки. Одежду собери белую, а для девочек обязательно розовую. Пусть красивые ходят, пусть знают. Русский солдат пришел из Дагестана, дагестанский спецназ из России. Добрый вечер. Здравствуйте. Ребята, рассказывайте. Да. Вы им, они вам. Ну, они мне тоже помогают, да. И крышу он помогли мне заделать. Тоже и консервы дают, и чем могу, помогаю ребятам, да. Я говорю, как мы до этого докатились? Не знаю. Жили одной страной, счастливые, довольные. Я вам скажу, потому что Америка, я ще в школу ходила, вона всю жизнь мечтала розвалити Совєтський Союз. А ты сынок, да? Да, це моя дитина. Сколько сейчас ему сказали? 34 года. Це я взагалі вже 2 роки не бачу. Він ще перед війною як уїхав в сентябрі, а в февралі війна почалася. Питалася через знайомих там, щоб, кажу, може там в інтернеті, кажу, як тут. Ніхто нічого не може його знайти. Я не знаю. Коли цей кошмар кончиться, я ж кажу, таке чувство, попав десь якийсь фільм ужасу. І приснися, це все закінчиться. Это отец вашего сына? Да, он він весь медали? Да. Він зараз, я ж кажу, я кажу, ну як ти, кажу, можеш воювати? Ти, а якщо там твоя дитина, кажу. А он что? А що, хай плен здається і все. Здравствуйте. Я приехала к вам с Украины, город Токмак, Запорожская область. Как раз я живу там, где идет бои, короче, идут. У меня только в начале самой войны упала ракета и побила дом, убила собаку. И это, как говорят, можно забыть это, но это нельзя забыть. Я вот даже здесь была, что-то громко хлопнула, меня уже вся дрожь идет по телу, потому что пугаюсь каждого громкого звука. Постоянно ждешь, что утром проснулся, слава Богу, что живой. До вечера дожил, живой, другой раз
выйдешь на улицу, начинают над головой стрелять. Думаешь, убьет, не убьет тебя. Слава Богу, покуда живая. Так что я желаю вам всем мира, единения, и чтобы все были живы, чтобы все ваши дети были здоровы, и мужья, и чтобы все были живы. Я никому не желаю смерти. Победить войну, я уверена, могут матери. Если мы объединимся, мы точно победим эту войну. Поэтому матери, украинские, русские, белорусские, мы одной крови, мы одно целое. Нам ни в коем случае нельзя допустить этой войны. В Комитете семей воинов Отечества года 2 назад моя подруга боевая, Интизар из Дагестана, она сказала: девчонки, давайте возьмем хоругви, мы возьмем наши мусульманские символы, Коран, и пойдем договариваться с мамами на той стороне, чтобы Россия снова была вместе, триединой, единой Русью. Когда мама украинская, даже если сын на той стороне, а мой здесь, это сильные слова, понимаете? Мы можем победить эту войну, потому что наша сила только в единстве, только в объединении наших народов. И когда мы повернем штыки в правильном направлении все вместе, мы победим эту гидру фашистскую. Доброго вечора, я вас справа. Як мать. А где? Прораб спит, отдыхает. Спит? Да. Меня вообще Как, вызвали? Братан, мне семья с Харькова, у меня там родственники, короче, мама родная. И, короче, я воюю против Украины, а сам украинец. Но я воюю против националистов с 2014 года. Поэтому у меня вот такая очень большая история. И поэтому не надо меня снимать. Меня Дима зовут, у меня Харьков позывной. А интересно, он знает эту песню? А что за песня? Ты споешь? Ну, могу спеть. Я вырос на украинском языке, чтобы понимал. Ну, Да. вы простите, если там ошибки будут. Да, я буду тебя поправлять, хорошо? Или нет? Не, ну поправлять после. Не надо, после, давай, хорошо. И вот тут обычно закалывают. Вот у нас то же самое. Вот сейчас то же самое. А вот у нас так, да, вот делают тоже так, вот. Смотри. Ну вот. В плане вот так вот. Ой, у вишневому садочку, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питань, де була я. Проснеться матінка моя, буде питань, де була я. Доню моя, у чому річ, де ти гуляла цілу ніч? Чому розплетена коса, а на очах бралить сльоза? Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бралить сльоза, бо з милим розлучилась я. Таку мамо моя, прийшла пора, а я весела, молода, я жити хочу, я люблю.
Вообще без ошибки. Маму, не лай доню свою, я жити хочу, я люблю. Маму, не лай доню свою. Все, ложись, истерика началась. Искусство, как молитва, оно идет от самого сердца, затрагивает каждый уголок души. Сейчас на эту сцену выйдет Татьяна, чей сынок родился 16 февраля. Сегодня ему 3 года. Папа его не увидел, но его отец воевал за нашу триединую Русь, за воссоединение русских земель. Вот он, Ванечка. Татьяна Алиходжина, мама 5 детей, 6 детей. Ванечка Кудрин, отец герой, отстаивал наше триединство с 2014 года. Что-то хочешь сказать, да? Отлично. Всегда очень сложно, но попробую. Сегодня я хочу сказать спасибо, Олесечка, тебе. Потому что в нашей жизни пришел такой момент, когда не было смысла жить, и я встретила тебя. Этот фестиваль, а уже, наверное, не фестиваль, а наша команда, наше движение на службе Отечества подарила новые смыслы и дала возможность поверить в правду, в настоящее, в истину. Ванюше сегодня 3. И папа, к сожалению, никогда его не сможет подержать на руках. Но я знаю, что у него целая армия братьев и наша огромная команда, которая будет всегда рядом и которая всегда скажет те слова, которые не сказал ему папа. И расскажут с помощью фильмов, портретов, спектаклей о том, что его папа был и останется героем. Спасибо. Ну, скажи еще. Вот так. Спасибо. Пойдем. Кирилл Макеев, МК 545. Пожалуйста, просим на сцену. Звонарь. Убегу туда, где Русь жива, где шепот трав, где русская дорога. Мне там набраться сил немного, где земля зверей, там маковка церквей, там чувствуешь во всем творение Бога. Там колокола излечат несмиренную душу, природа успокоит сердце, чтобы благодать шумом не разрушил. Здесь история росла века, где река седая велика, тишина дубрав. Здесь русский нрав, и от скорбей склонили ветки, каждый камень кровью, а мы здесь до
конца стояли предки героев. У нас полна подвиги нередки. Сон через года напомнят нам о многом, о корнях, о войне далекой, как Невский, Донской вставали за свободу, чтоб вера православная жила. Она жива, и слава Богу! Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Посильней ударь, пробудет колокол звонарь. Церкви белые, кресты золотые, тени воронья от трезвона закружили неспокойно врагу. Пока живые, но не один полег. В Днепре волки с Доном живы, пока есть, как Евгений Родионов. Пока вера в нас не угаснет, не согнуть, коли с Богом все в его власти. Три богатыря, история единой России, Белоруссии, Украины. Не может быть пора в набат. Режет, скрыто бьет супостат, но идем тропой узкой. На чужбине, как старь называют всех русскими. Нам единая кровь и слеза питали немало брани, поля помнит врага. Сырая земля. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Встань, народ, как встань, очнись, стань, как стали, бей врага, не рай, бей в колокол звонарь. Спасибо. Следующая песня «Русские идут». Рома, приглашаю тебя на сцену. Роман Жиган, Кирилл Макеев, МК-545. «Русские идут». Родные, приветствуем всех! Ребята, дайте аплодисменты! Бойся, вы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Бойся, вы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Послушай меня, сын, ты русский, гордись этим. Придет время, и тебя будут слушать дети. Ты должен воспитать их, сохранив идею. Каким бы ни был сильный дух у русского сильнее. Пока медведь спал, много воды утекло. Не заполонили Русь ради жирных кошельков. Бизнесменам, музыкантам, блогерам нелегко. Только чуть прижало, эти уже далеко. Остались только русские, 40-40. Кого же нам бояться, братья, когда с нами Бог? За родненькую матушку встанем все горы. Русские идут, на нашей стороне добро. Если полюбили мы, то любим до конца. Русский боец, сын своего отца. Нам придают силы, нерукотворный спас. Николай Чудотворец и Богородица. Всех, кого не стало, вспомним и помянем. Хватит вражды, очнитесь, мы славяне. Один Бог, одна земля, одна свобода. Мы дети одного народа. Своей моря, чтоб кровь здесь больше не лилась. Бога лишь поесть, не в колено.
нас снова. Пока в ходе свора старцы выйдут из затвора, схимники своей земли сыны молитву держит монастыри. Имя твое Богом нареченное, светлое, великое, могучее. Несомненно, ты Россия, родное здесь все. Колокола и гусли, без ключи, под вечер грусти пропитана до дрожи. Русью! Бойся, мы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Бойся, мы ведь тут, русские идут. Ребята, давайте все вместе! Русские идут. Бойся, мы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские. Родные, все вместе! Мы ведь тут, русские идут. Знай. Родные, дайте максимум шума! Бойся, мы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Бойся, мы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Бойся, мы ведь тут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Огромное спасибо Олесе Николаевне Шигиной. Храни, Господи. Спаси, Господи. Дорогие друзья, спасибо. Ребята, дайте максимум шума! Вот так этих ребят все время встречают на фронте. Знаете, как я их узнала? Это все документальное кино. Я поехала на фронт с парнем, у него позывной был «Баламут». И вот я сажусь в машину, и просто мы 1200 километров отмахали под вот это вот, и очень громко. С тех пор я поняла, что ну вот на фронте не хватает понимания, что мы сильные, что мы русские, что мы едины, что русские у нас и в Дагестане, и в Бурятии, и в Якутии, потому что это мировоззрение, это наш стержень, это наша объединяющая сила. Традиции у нас могут быть разные. Смотрите, какие они прекрасные, какая красота, как танцуют ребята лезгинку, как мы ночами напролет слушали Саида и песни дагестанские, как помогают нам чеченцы на фронте. Это то, чего нет у Европы, то, чего нет у Америки. Умение жить таким многонациональным народом вместе. И то, что они смогли вбить клин между родными братьями, это наше упущение. И мы должны это победить. Раз и навсегда победить. Дорогие друзья, церемония открытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» подходит к своему завершению. А значит, начинается новый год существования передвижного проекта, создающего правдивую летопись специальной военной операции. Я хотела дать еще одно слово человеку, который приехал прямо с войны. Он меня попросил, когда мы уже все закончим, дать ему слово. Саш, пожалуйста, это вообще не запланировано, я прошу прощения. Он просто говорит: Олесь, пожалуйста, дай мне слово. Он буквально вот приехал специально сюда для этого. Это Нижний Новгород. Александр Марученко подписал контракт год назад. Бизнесмен. Всем добрый вечер, друзья. Олеся, когда-то в 22 году мы познакомились, я смотрел на вас и думал, что это сумасшедшая женщина. Ну, вот, свистят пули, мы поехали тогда в Сомали, батальон, ну, вот, стреляют, она читает стихи. Читает свои стихи, за сына читает. И парни ее слушали, парни плакали. Вот. И сейчас вот как-то мы здесь, в Москве, это
Ты такую работу сделала огромную, Олесь. Огромное тебе спасибо за все. Так, это цветы. И мне выпала честь от генерала-лейтенанта Шмелева за особые заслуги тебя наградить медалью. Спасибо. Это первая моя благодарность и первая моя награда с фронта, Спасибо огромное. До этого меня награждал только Дагестан. Спасибо. Приходите на наши фильмы. Фильмы будут показываться на многих площадках. Главная наша площадка – это университеты. Мы около 22 показов проведем за 3 дня нашего фестиваля. Кинотеатр «Каро» завтра в 19:30. Фильм Ильи Чистова «Русский морпех. Фронт». Приходите, 19:30, малый зал, Илья Чистов. И каждый день будут в 19:30 показы в «Каро» фильмов наших режиссеров. Пожалуйста, ждем. В «Иллюзионе» тоже мы опубликуем на телеграм-канале «Кино на службе Отечества» полную программу, и вы сможете посетить все фильмы, которые мы привезли сейчас в Москву. Спасибо. Дорогие друзья, в этой программе принимали участие православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженные силы Российской Федерации «За веру и Отечество», основатель и руководитель игумен Варнава, дирижер Михаил Малагин. Православная гимназия во имя святителя Николая Чудотворца, город Сургут. Московский казачий хор. Государственный ансамбль песни и танцы «Дагестан» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Дабаева Дабая Магомедовича. Государственное автономное учреждение Республики Мордовия, фольклорный ансамбль «Торома». Группа «Джанго», идейный вдохновитель Алексей Поддубный. Группа «Русский строй», в том числе действующий военнослужащий, позывной «Ярый». Нэнси Исидоров. Фронтовой звонарь Вадим Мартовой, позывной «Добрый». Кирилл Макеев, МК-545, Роман Мету, Роман Жиган, Никита Разумовский, позывной Чивас, Ольга Родина, Татьяна Смирнова, Павел Ильин и Нелли Хоперская. Ведущие программы Олеся Шигина И Тимофей Журавлев. Дорогие друзья, спасибо, что вы были в этот вечер с нами. До новых встреч. Мы желаем вам мирного неба над головой. Спасибо.